Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам рецепт шоколадної глазурі гурме або друга її назва роше. Прикрасити нею можна будь-які десерти, кекси, рулети, торти, нарізні тістечка, печиво, цукерки, морозиво і будь-що інше. А готується вона дуже легко і з найпростіших продуктів. Для этой глазури орехи подойдут любые, какие вы любите, но их обязательно надо просушить в духовке, так как они уже не будут проходить тепловую обработку в готовом изделии, а сушеные орехи намного вкуснее. Измельчить их можно как блендером, так и ножом, до желаемой крошки, только не очень крупной. Я это делаю блендером, короткими импульсами, чтобы из орехов не выделилось масло. Крошка должна получиться рассыпчатая. Вот такая получается крошка. Видно, что она не комкуется. И чем бы вы ни измельчали, ее надо обязательно просеять, удалить самую мелкую. В глазури она не нужна. Вот такая крошка пойдет в глазурь, не очень мелкая и средняя. А такую лучше добавляйте в тесто. Она усилит вкус и аромат вашей выпечки, но количество муки не заменит, потому что она не настолько мелкая, как мука. То есть жидкость, влагу теста, она в себя впитывать не будет. Растительного масла беру 1/3 часть от веса шоколада, а орехов не больше половины, тоже от веса шоколада. Они понадобятся чуть позже. И шоколад можете взять любой, белый, черный, молочный. Добавляю растительное масло, берите без запаха. И разогреваю в микроволновке короткими импульсами при мощности 600 Вт. Сразу можно секунд 25-30. Если за это время шоколад не тает, повторите еще раз подогрев, только уже секунд 10. Вот подогревала 25 секунд, но время еще зависит от того, насколько мелко вы порубите шоколад. Чем мельче, тем быстрее тает. Хорошо перемешиваю. Пробуйте рукой. Если масса остывает, а комочки еще остаются, подогревайте еще раз. Только уже будьте осторожны, не более 10 секунд. Шоколад остыл, но не растаял полностью, поэтому подогреваю еще раз. Наверное, вот так вот и достаточно. Хорошо перемешиваю до гладкости глазури. Растапливать его можно не только в микроволновке, а и на паровой бане. Тогда процесс вы сможете полностью контролировать. Растопить его до гладкости, не перегреть, не спалить, чтобы он не пошел хлопьями. Рабочая температура глазури должна быть 31-32 градуса. Но для руки это приятно теплая, чтобы она не быстро стекала. Сейчас здесь 35. Орехи температуру немного снизят, но с ними ее тоже можно подогреть. Совсем чуть-чуть, не переусердствуйте. Если есть градусник, то лучше проверяйте. При паровой бане воду доведите до кипения и убавьте огонь настолько, чтобы только поддерживать температуру самого минимального кипения. Таких одиночных пузырьков с донышка посуды, чтобы пар не был активным. Посуду берите жаропрочную и установите так, чтобы ее донышко не касалось воды. Вот 31 градус – хорошая рабочая температура. Если площадь большая, то можно заливать 2 приема. Если маленькая, то за 1 раз. И десерт, который вы заливаете, обязательно должен быть охлажденным, чтобы глазурь на нем быстрее схватывалась. С ней очень удобно работать. Все, что стекает, собирайте палеткой и снова наносите на поверхность. Потом дайте немного постоять, и когда глазурь уже не течет, аккуратно убирайте пергамент. И не делайте ореховую крошку очень крупной, тогда вам легче ее будет разровнять. Средняя или меньше, средней будет достаточно. Вот так вот легко готовится эта глазурь. Простое, но красивое украшение для многих десертов. И, кстати, благодаря ей они долго не черствеют, не подсыхают, долго сохраняют свою свежесть. По желанию ее можно приготовить и без добавления орехов, только шоколад и растительное масло в тех же пропорциях. А сверху украсить кондитерской посыпкой, шоколадной вермишелью, рисовыми шариками, вафельной или той же ореховой крошкой, пока глазурь не застыла. Или же после полного остывания нанести какой-нибудь рисунок. Для застывания в холодильнике понадобится 1 час и можно подавать к столу. Нарезается очень легко, не крошится и не тянется за ножом.
Готовьте с удовольствием, и пусть ваши десерты будуть не только вкусные, но і красиві. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви цінуєте мій труд. І, як завжди, бажаю вам всього найкращого.